Здравствуйте! Вы смотрите новости о золоте на канале GIGOS TV. В этом выпуске вы узнаете, каковы показатели глобальной инфляции за последние годы, как предотвратить обесценивание сбережений и какой актив лучше всего поможет защитить ваши накопления. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы начинаем. За последние 3 года инфляция существенно затронула финансовое состояние людей по всему миру. По оценке Международного валютного фонда, в 2022 году глобальная инфляция достигла рекордного уровня с середины 1990-х годов – 8,7%. В 2023 году она составила почти 7%, а в 2024 году этот показатель стал еще немного ниже. Однако, несмотря на постепенное снижение, эти значения все еще выше среднего уровня за последние десятилетия. Рост цен на товары и услуги уменьшает покупательскую способность населения и обесценивает накопления. Существует ряд активов, которые могут помочь защитить ваши сбережения от инфляции. Рассмотрим самые популярные. Недвижимость. Недвижимость, как правило, прибавляет в цене со временем и может приносить стабильный доход через аренду. Однако у нее есть большой недостаток – высокие стартовые затраты. Кроме того, необходимость управления и обслуживания, а также риски, связанные с изменениями на рынке недвижимости. Облигации. Облигации, например, казначейские ценные бумаги США, могут обеспечить стабильный доход и защиту от инфляции. Но, как правило, они обладают низкой доходностью по сравнению с акциями и недвижимостью. Также возможны риски, связанные с дефолтом эмитента. Инвестиционные фонды. Инвестиции в паевые и индексные фонды могут снизить риски через диверсификацию активов. Однако рыночные колебания могут влиять на стоимость этих самых активов. Кроме того, некоторые фонды берут высокую комиссию за управление. Драгоценные металлы. Драгоценные металлы, наверное, самые популярные активы для защиты инфляции. Среди них особенно выделяется инвестиционное золото, зарекомендовавшее себя как самый надежный и стабильный актив. Почему золото? Золото всегда считалось одним из ключевых активов финансового рынка. Оно исторически сохраняет свою ценность и служит безопасным убежищем в периоды экономической неопределенности. Именно стабильность золота сделала его популярным средством сохранения капитала среди частных лиц. Подробнее о ценности золота вы можете узнать в ролике по подсказке сверху. Также для увеличения своих финансовых резервов активно приобретают золото и центральные банки различных государств. И это оправдано. Например, в 1970-х годах, когда инфляция в США достигла более 13%, цена на золото взлетела почти в 25 раз – с $35 до $850 за унцию. Так что государства знают, золото – актив, на который можно положиться. К слову, если вам интересно узнать о странах-рекордсменах по покупке золота, нажимайте на видеоподсказку сверху. Таким образом, в современном мире важно хранить свои сбережения в надежных активах, чтобы защитить их от инфляции и экономических кризисов. И инвестиционное золото является одним из лучших инструментов для сохранения, а также приумножения капитала. Вы смотрели новости о золоте на канале GIGOS TV. Не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы не пропустить следующие видео. Скоро мы вернемся с новым и полезным контентом. До новых встреч!